Здравствуйте, дорогие друзья! Я снова рада с вами встретиться на своем канале «Красота и бисер». И сегодня я вам предлагаю сделать красивый крестик из бисера и бусин. Я давно уже хотела сделать, но как раз вот надвигающиеся праздники меня уже подтолкнули к этому выполнению. Красиво смотрится крестик из гематита. Он более такой массивный и более такой нарядный. Ну и красиво смотрится и как украшение крестик из красных бусин. Они граненые, переливаются и с белым жемчугом смотрятся великолепно. На крестик можно прицепить не обязательно цепочку из бисера, можно прикрепить сюда шнурочек. Я вот видела в интернете и меня вдохновил этот крестик. Там была схема плетения и там был шнурочек. Я немного изменила плетение, добавила немного своего, но получился тоже красивый крестик. И мне понравилась цепочка. Она хорошо смотрится в этом плетении и в этом сочетании. И ее можно также будет применять и не только для этого кулончика. Вы можете сделать себе как оберег такой талисманчик или для своих родных и близких. Белая цепочка тоже красиво смотрится. Смотрите, как хорошо белые жемчужные бусинки сочетаются с золотыми. Можно было сюда добавить и красного, но я не захотела. Будет хорошо смотреться на шейке такая прекрасная цепочка. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, кто не подписан, и давайте приступим выполнять эту красоту. Для нашего украшения я взяла мононить черную, так как у нас все темное, 2 иглы номер 12. В ниточку взяла я 1,5 метра длиной, на каждый конец одела иглу. И для крестика у меня бусины из гематита 3 миллиметра, 6 миллиметров, а также бисер черный 2 миллиметра и обыкновенный чешский бисер номер 10 и бусины 8 миллиметров черные граненые. Берем на одну иголочку 4 бисеринки черненьких и замыкаем в колечко, проходя в бисеринку. Вот так. У нас получается крестик, и дальше мы на одну иглу набираем 3 серых бисеринки и 1 черную, а на вторую 3 сереньких. И в черной делаем перекресток. Дальше мы набираем на одну иглу 2 черных, на вторую 1. И также делаем перекресток в последней черной бисеринке. И снова набираем 3 серых бисеринки и 1 черную на одну иголочку и 3 сереньких на вторую. И делаем перекресток в черной бисеринке. Вот так. Подтягиваем, и у нас получается еще одно звено цепочки. И так мы плетем до необходимой длины, чередуя серые бисеринки с черными крестиками. Я проплела цепочку до необходимой мне длины и на конце закончила, прикрепила застежку. И теперь вторую часть цепочки также я проплела до необходимой длины и провожу иголочку в 3 бисеринки и в застежку, и снова в 3 бисеринки и в черную бисеринку. И таким образом закрепляю эту петельку застежки. Вот так. И второй стороной
Второй иголочкой пройду еще раз, закреплю, и будет застежка прикреплена к цепочке с обеих сторон. Начинаем набор крестика с нижнего звена, в котором у нас будет 4 бусины 6 мм и 4 бусинки 3 мм, и между ними бисер. И проводим этот набор до середины нити. Теперь замыкаем в колечко, проходя через маленькую бисеринку, в которой у нас будет перекресток. Сделаем еще одно звено такого же набора, только теперь будем набирать поочередно на каждую иглу. Вот на одну иглу мы набираем 2 больших и 2 маленьких, между ними бисеринки, а на вторую иголочку мы набираем 2 больших, 1 маленькую бисеринку. И теперь там, где у нас 2 и 2, мы также делаем перекресток в маленькой бисеринке. Вот так. Теперь будем делать боковые звенья крестика. И на каждую иголочку мы набираем бисеринку и бусинку побольше. На одну и на вторую. Вот я одной иголочкой сделала боковое звено. И второе звено второй иголочкой мы набираем 4 больших, 4 маленьких в таком порядке. Между ними бисеринки. Начинаем с маленькой и заканчиваем бисеринкой. Подтягиваем этот набор к основному плетению. И возвращаемся иголочкой в маленькую первую бисеринку. И у нас получается второе боковое звено. Продолжаем сердцевинку нашего крестика. На одну иголочку мы набираем бусину 6 мм и бисеринку, а на вторую набираем бусину 6 мм, бисеринку и бусину 3 мм. И в бусине 3 мм делаем перекресток. И нам осталось теперь сделать еще одно звено верхнее. Вот мы все это подтягиваем, и у нас оформляется сердцевинка. Верхнее звено мы будем делать так же, как и предыдущие звенья. На одну иголочку мы надеваем 2 больших и посередине маленькая, между ними бисеринки. Начинаем с бисеринки и заканчиваем бисеринкой. Вот так. А на вторую иголочку мы одеваем 2 больших и 2 маленьких. Начинаем с бисеринки, между бусинками бисеринки и заканчиваем просто маленькой бусинкой. И теперь в этой бусинке мы делаем перекресток наших игл и замыкаем таким образом первое звено крестика, или по нашему плетению оно у нас последнее. Подтягиваем ниточки, и у нас получается крестик. Теперь он мягкий, и его нужно закрепить и сделать отделку гранеными бусинами. Для того, чтобы его прикрепить к цепочке, я сразу наберу на каждую иголочку, одеваем по 2 бисеринки сереньких номер 10 и делаем перекресток в одной черной бисерине 2 миллиметра. Вот так подтягиваем мы к нашему крестику, и у нас образовывается верхняя отделочка. И теперь каждой иголочкой возвращаемся из этой бисеринки черненькой в 2 бисеринки сереньких, которые мы только что набирали,
и в бусину 3 миллиметра, из которой мы начинали делать набор. Я одной иглой делаю, а вторую вам показываю. И теперь у нас 2 ниточки выходят из бисеринки, из бусины 3 миллиметра. Теперь будем заполнять серединки звеньев нашего крестика. На каждую иголочку берем по одной бисеринке серенькой и обе иглы одновременно проводим в бусину в черную 6 миллиметров. Одна и сразу вторая. Подтягиваем все. И у нас заполняется серединка звена. И теперь снова на каждую иголочку одеваем по бисеринке и проводим иглы в перекресток этого звена. И на вторую иголочку также одеваем бисеринку и проводим эту же бусинку в другую сторону. В среднем, в центральном звене мы берем на каждую иглу по 2 бисеринки и также каждую иглу проводим одновременно в бусину. Потом снова набираем на каждую иголочку по 2 бисеринки. На одну и на вторую. И также перекрещиваем иголочки в бисеринке, в бусинке 3 миллиметра центрального звена. Вот эту ниточку мы с иголочкой в эту сторону проводим, подтягиваем, а с этой стороны вот так в эту сторону. И у нас в среднем звене получается тоже бусинка, но по 2 бисеринки. В этих звеньях мы будем также набирать на каждую иголочку по одной бисеринке, одновременно в бусину проходить обеими и в конце бусины опять на каждую иголочку по одной бисеринке и перекрещиваем в бусине 3 миллиметра этого звена. Так оформляем оба эти звена. Подошли к перекрестку последнего звена, и у нас уже красиво вырисовывается форма самого крестика. Теперь для отделки мы внизу крестика добавляем 5 бисеринок. И вот с этой ниточки, с этой бусинки выходит ниточка, мы на нее набрали 5 бисеринок и проходим назад в эту же бусинку перекресток. А второй иголочкой с ниточкой мы также проходим по ним, закрепляя эту отделочку. Пять бисеринок. И также проходим в эту бусинку перекресток с этой стороны.
Подтягиваем, и у нас красиво оформляется отделка крестика внизу. И теперь нам нужно закрепить сами стороны и звенья крестика и добавить еще по одной бусине по боковым звеньям. Поэтому мы теперь каждой иглой пойдем по своей стороне, по звеньям. Вот у нас выходит из бусины перекрестка, у нас идет бисерина. Вот как мы набирали сразу изначально по набору первого звена. И так мы проходим по всем этим бусинам и бисеринкам, подбираясь к боковому звену каждой своей иголочкой по своей стороне, проходя и бусины, и бисеринки. Вот подошли бисеринка и перекресток. И проходим на эту сторону. И второй иголочкой также проходим по всем этим бисеринкам и бусинам. И так подходим к боковым звеньям. То есть мы продублировали ход иглы так, как мы изначально набирали наши звенья. И вот у нас каждая нить выходит из бусинки 3 миллиметра бокового, или оно уже будет и центральным звеном. И теперь каждой иголочкой оформляем боковое звено. Берем одну бисеринку, черную бусину и бисеринку и проходим иголочкой в бусинку 3 миллиметра напротив этого звена. Подтягиваем. И теперь мы с вами берем одну бисеринку, проходим назад в бусинку набираем еще одну бисеринку и возвращаемся в бусину 3 миллиметра с другой стороны. Подтягиваем, и у нас оформлено боковое звено. Теперь мы также по бисеринкам пройдем вокруг всего этого звена. Бисеринка у нас идет, бусина, бисеринка, и так вокруг. Подошли к вершинке или как к бусинке 3 миллиметра бокового звена, выходим. Вот бисеринка, бусинка, бисеринку эту не трогаем. Набираем 5 бисерин и возвращаемся назад в бусинку. И дальше продолжаем ход иголочки по нашему оформленному звену, таким образом оформляя отделку боковую. Бисеринку прошли, дальше бусина, бисеринка, и снова бусина, бисеринка, бусина. У нас таким образом уплотняется наше звено, и выходим бисеринка, бусина, продолжаем бусина, бисеринка,
и бусина 3 миллиметра перекресток. Итак, иголочкой этой выходим к самому первому звену. И второй иголочкой также оформляем боковое звено. Ниточку выводим также перекрестком в последнюю бусинку этого звена, и у нас крестик готов. Если вы будете делать из бусин полегче, можно будет дальше приступать к цепочке. Но так как у меня гематит тяжелый, я еще раз пройду по кругу, по центру, закрепляя для того, чтобы укрепить, и он был поплотнее. Когда я подошла вторично к центральному звену, вот у меня ниточка, посмотрите, выходит из большой бусины. Я набираю одну бисеринку, прохожу в маленькую бусинку, вот так. Набираю еще одну бисеринку и дальше продолжаю по ходу в большую бусину и дальше продолжаю закреплять. Смотрите, у нас каждое звено оформлено получилось бусинка и вокруг нее бисер. А в центральном звене бусинка не до конца оформлена. И вот для соединения, для прочности, вот было по 4, я еще по одной добавила вот здесь. И у нас оно прочнее и красиво получается. И вот у нас и крестик, и цепочка уже заготовлены. Теперь мы берем ниточку небольшую, сантиметров 30, с 2 иголочками и проводим в черную бисеринку на крестике ее. На каждую иголочку одеваем по 3 сереньких бисеринки и проводим каждую иголочку в черную бисеринку крестика цепочки. Одну в одну сторону, другую в другую. То есть у нас крестик самый первый будет перекрестком нашего соединения. И теперь возвращаемся назад по бисеринкам в нашу бисерину в черную крестика. Выводим обе нити в бисеринку возле крестика. Видите, 2 ниточки выходят в одну сторону. И теперь мы на одну иголочку с ниточкой набираем 3 бисеринки, а вторую иголочку проводим в 3 бисеринки первого набора. Вот так. И обе иголочки проводим теперь поочередно в цепочку, вторую сторону цепочки. Вот так, одну сюда, одну сюда. Соединяем. И у нас получается красиво прикреплена цепочка. 3 бисеринки средние являются общими для обеих сторон. Проводим ниточки назад, завязываем узелочки и обрезаем. И крестик у нас будет готов.